Привет, ребят! В этом видео отвечу на несколько ваших вопросов, расскажу, как идут дела в годовой группе и поговорим про кифоз и сколиоз как у взрослых, у которых он уже в хронической форме, так и про детей и подростков, у которых он только начинается, либо потенциально может начаться. Первый самый популярный вопрос. Мне столько-то лет, у меня такой-то кифоз и такой сколиоз. Врачи сказали, что уже ничего не сделаешь, либо дали мне рекомендации, которые не приносят должных результатов. Можно ли это исправить вашими упражнениями? Можно, но важно понимать, что у всех абсолютно разные кифозы и сколиозы и их первопричины, а работать, я всегда говорю, нужно начинать именно с первопричины. Далее, если вашим искривлениям от 1 года и более, то скорее всего вам недостаточно будет одного комплекса, чтобы все это исправить. В нашей годовой группе восстановления позвоночника у 8 человек кифоз грудного отдела от 15 до 46 градусов. У всех совершенно разная программа восстановления, которая лишь на 30% сходится по упражнениям. Я знаю, что среди моих подписчиков есть огромное количество самостоятельных ребят, которые занимаются восстановлением позвоночника по своей какой-то системе, используя мои комплексы или упражнения из них. Но даже среди них, как оказалось, есть те, кто делают либо совершенно не то, либо совершенно не так. Поэтому сейчас на личных консультациях я всегда досконально спрашиваю, что и как вы делали для того, чтобы прийти к нынешнему результату, либо не результату. Одна из самых распространенных ошибок, как сейчас мне кажется, это то, когда человек вроде бы понял, что ему нужен какой-то мышечный каркас для того, чтобы держать спину ровно, и начинает закачку мышц в этой области, но он забывает, что до того, как закачивать мышечный каркас, еще предстоит сделать все остальные предстоящие этапы. Если человек начинает устанавливать мышечный каркас на недостаточно развитые в подвижности части тела, в данном случае условно возьмем кифоз, то у него просто создастся барьер в виде ненужных, неправильных мышц на спине, которые не дадут ему выпрямиться до просто ровного состояния. И вот таких вот подобных ошибок очень много. Люди могут тратить огромное количество времени и усилий, и все это будет, конечно же, впустую, если допускать очень грубые ошибки на пути восстановления позвоночника. Чтобы не совершать каких-то глупых, но очень грубых ошибок на пути вашего восстановления, если вы сомневаетесь, что что-то делаете не так, либо где-то застряли и не получаете должного результата, пожалуйста, записывайтесь ко мне на личную консультацию, я всегда покажу или подскажу, что вам нужно делать на данном этапе вашего восстановления. Все познается в сравнении, и если ответить на вопрос, что из искривлений позвоночника исправить сложнее всего, то на первом месте лично для меня будет это S-образный сколиоз с тройной дугой. И вся сложность там именно в этой дуге, когда ты начинаешь выпрямлять верхнюю, у тебя гнется средняя, когда ты начинаешь работать с нижней, у тебя еще более искривляется средняя и так далее. Этот тип искривления всегда был для меня самым сложным. А на втором месте это будет юношеский кифоз, который иногда называют Шейрмана-Мау, а иногда не называют, который имеет свои первопричины в тазу, в стопах и имеет множество различных последствий. И именно такие два случая S-образного сколиоза и кифоза Шейрмана-Мау мы имеем в нашей годовой группе. Давайте сразу разберем результаты по этим двум случаям за эти несколько месяцев. Сейчас на фото здесь вы сможете увидеть результат нашей трехмесячной работы с Любой, которая как раз таки S-образный сколиоз с тройной дугой и один из самых сложных случаев искривления в нашей группе. Изначально я прогнозировал минимум 6-8 месяцев до подобного визуального результата, но благодаря ее настрою и серьезному подходу нам удалось добиться вот такого визуального результата всего лишь за 3 месяца. Это лишь начало, как вы видите, нам еще предстоит много работы, нам еще нужно будет вернуть лопатки на место, убрать 2 горбика и дальше выравнивать дугу. Следующий случай это кифоз Шейрмана-Мау у подростка 16-17 лет, зовут его Кирилл. И начали мы с ним работать как с обычным кифозом, чем быстро, всего лишь за 1 месяц смогли убрать острые торчащие лопатки. Но на этом все, дальше прогресс замедлился, и мы начали изучать дальше, в чем же причина. Выяснилось, что есть у этого кифоза есть последствия в виде и гиперлордоза, и ограниченности подвижности таза, укорочения бедренных и икроножных мышц, а также обнаружили ограниченную подвижность стопы и плоскостопия. Сейчас мы поменяли
программу восстановления и работаем снизу вверх. Работаем со стопами, с икрами и уже дальше вверх по оси. И вот какая ко мне пришла мысль. Кифоз Шейрмана Мао не просто так называют юношеским кифозом, который развивается как у детей 6-8 лет, так и у подростков 11-17 лет. Его могут и не называть именно Шейрмана Мао, это может быть любое проявление кифоза, который развивается у детей и подростков. В любом случае это имеет огромное количество негативных последствий, и все, что предлагает современная медицина, это либо операция после 18 лет, либо носите медицинский корсет, который, конечно же, ничем, скорее всего, не поможет. На моей практике это 4-й случай кифоза Шейрмана Мао со всеми его похожими последствиями, и я пришел к простому выводу, что именно такой кифоз гораздо проще предотвратить, нежели исправлять. А предотвратить это достаточно просто. Для этого нужно ребенку или подростку к моменту его активного роста обучить его 2 простым навыкам о том, как развивать стопы, чтобы они правильно адаптировались под изменения веса и роста, и то, как растягивать задние мышцы тела, икры, бедра, тазовые, поясничные, спинные, которые в теории при активном росте могут не успеть развиться правильно и стягивать его тело и развивать различные искривления позвоночника. Еще раз повторюсь, что если у вас есть проблемы с кифозом грудного отдела, не спешите работать с верхом тела, потому что если у вас есть другие симптомы по типу смещенного таза, гиперлордоза, либо выпрямленного лордоза, либо проблемы с мышцами ног, с задней поверхностью бедра, с передней поверхностью бедра, с икроножными мышцами, либо есть такая проблема, как плоскостопие или ограниченная подвижность стопы, все это может препятствовать вашему восстановлению и вашей работе над верхом спины. Чтобы такого не произошло, нужно начинать работать последовательно, либо параллельно. Последовательно снизу вверх, либо параллельно и верхние, и нижние отделы прорабатывать одновременно. Сейчас я покажу несколько простых упражнений на развитие подвижности стопы. Рекомендую попробовать всем, у кого было или есть плоскостопие. И несколько упражнений на растяжку задних мышц тела. Покажу несколько поз, в которых мы можем растягивать все эти мышцы одновременно. Первое упражнение – раскатка стопы на мячике. Можете взять теннисный мячик или любой фитнес-мяч для раскатки стопы. Делаем вот такие движения. Если вес будет на этой ноге, то это будет легкое нажатие. Если вес перенести больше на переднюю ногу и давить, то так будет нагрузка на стопу гораздо больше. В течение 1-2 минут раскатываем сначала правую ногу, а затем левую. Следующее упражнение. Подходим к стене, максимально упираемся пальцами ног, так, чтобы они выгнулись здесь и почти образовали угол 90 градусов. После этого начинаем тянуть колено и чуть-чуть приподнимать носок, тем самым максимально растягивая стопу. Вот таких делаем 20-30 повторений каждой ногой. Это же упражнение можно делать с йога-кубиком. Также у него он помягче, у него упирается тоже ногой. И то же самое дело. Далее берем 2 карандаша, стараемся их самостоятельно взять пальцами. И полностью сжав стопу, обе стопы, ходим вперед, назад. Вся концентрация на сжатии, максимальном сжатии пальцами ног карандашей. Последнее упражнение на стопы. Ставим 2 йога-кубика, так, чтобы на них положить пятку и носок. После чего можно придерживаться от стенку. Поднимаем колено, выпрямляем опорную ногу и стараемся балансировать в основном с помощью стопы.
30-60 секунд постояли одной ногой, затем меняем ногу. То же самое делаем второй ногой. Осанку при этом стараемся держать максимально ровно. Следующее упражнение на икры. Ставим 2 йога-кубика, так, чтобы нам было удобно выполнять подъемы. Ставим 2 носка, упираемся руками о стену и движением икр стараемся подняться вверх. Вверх, задержка, вниз, протяжно. Вверх, задержка, вниз, протяжно. Если у вас нет йога-кубиков или вам сложно, можете пробовать это же упражнение делать с пола. Самое главное, чтобы вы ощущали в каждом движении полное сокращение икроножных мышц. Вот здесь. Оп. Опустили. Следующее упражнение. Первый вариант. Садимся на корточки. Ладошки прижимаем к полу. И ногами встаем, растягивая заднюю поверхность бедра. Если вам не хватает растяжки, можете также использовать йога-кубики. Например, так. Или поставить их еще повыше, так, либо вот так. Здесь можно выполнять как подъемы, так и такие шаги-перекаты. Если сложно чувствуете, скорее всего будет в любом случае. Поначалу сложно ставить кубики, опоры, чтобы было чуть-чуть повыше. Здесь при каждом шаге главное ощущать полную растяжку всей вот этой мышцы. И последний этап, мы переходим к растяжке спины. Первое упражнение, в котором мы можем это делать. Простая растяжка. Максимально вытягиваем руки вперед и тянем плечи, лопатки. Максимально напрягаем спину. И также можно встать на пальцы, чтобы увеличить прогиб. Главная задача понять, как тянуть и натягивать все мышцы спины. Это можно сделать так. Это можно сделать так. Альтернативная растяжка у стены. Подходим к стене на расстояние вытянутого колена. Ставим руки чуть-чуть выше головы. И стараемся прижаться локтями, плечами, грудью, оттягивая таз назад. Далее отходим чуть-чуть подальше. Пробуем руки ставить на уровне плеч. И последнее положение, ставим руки на уровне груди.